Всем привет, вы на канале Польза.нет, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И это Redmi Note 11E. В глобалке это Prime 10 Plus 5G. По факту это глобальная версия смартфона. Почему? Потому что все, что продается на Али, перепрошивается потом на глобальную версию и уже посылается нам. В чем плюс? В том, что, разумеется, он сразу на русском языке, у него Type-C-шный вход для зарядки, довольно неплохие микрофоны, пусть и моно, динамик. Помимо этого, как вы видите, съемка на 50 мегапикселей, основную камеру не самая плохая. А барабанная дробь, почему вы, скорее всего, кликнули на этот обзор, $149. Серьезно? И там Dimensity 700. Те, кто успели купить на низком курсе, когда я постил все это дело в телеграм-канал скидок по ссылке в описании к видео, покупали это за 8000. Смотрим. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду рассказывать вам о смартфоне, который является чуть ли не самым дешевым в линейке от Xiaomi. Это Redmi Note 11E. Да, это именно та штука, которая стоит дешевле 10 тысяч рублей. Ее очень часто вы видите в различных телеграм-каналах скидок, в том числе в моем. Напоминаю, у меня есть телеграм-канал, там больше 50 тысяч человек, и я туда, кстати, выгружаю отдельные ролики. Про этот смартфон я там уже, скорее всего, рассказывал. Внутри у него 4 гектара оперативы, 128 на борту. Логично, что варианты есть другие, но я выбрал именно его. Есть поддержка 5G, китайская зарядка, поэтому здесь был переходник. Цвет я выбрал веселый. Выглядит он, вопреки всему, несмотря ни на что, довольно дорого. Хотя, опять же, поверхность подразумевает, что это примерно такая же штука, как какие-то риумевские, либо Redmi 9A, помните, был? Кстати, Redmi 10A у меня тоже на канале. Есть уже, скорее всего, обзор. Может быть и нет, но, возможно, есть. Если не будет, то значит он будет в перспективе. Так что посмотрите, он тоже супер бюджетный. Если брать чехол, максимально топорный, не ужасный. Есть заглушка под Type-C. Большинство из вас знает, что это абсолютно бесполезная тема, и ее будет желание оторвать, что вы, скорее всего, и сделаете. По ощущениям, смарт небольшой, сразу плюс в карму мы видим здесь Type-C-шник, разумеется, мини-джек и инфракрасный порт. Type-C-шник, к сожалению, не по центру, то есть он... Но камеры выглядят прям круто. Блок зарядки, он здесь максимально скромный на 22,5 ватта. И кабель для зарядки здесь. В принципе, все максимально просто. Если брать ключ для извлечения сим-карт и карт памяти, то, разумеется, мы здесь увидим не гибридный, а великолепный лоток на 2 симки и карту памяти. К сожалению, так делают только в супербюджетниках. Разумеется, нет направленного микрофона, есть вспышка, есть 2 камеры, MIUI 13 сходу, русский язык, разумеется, на борту, огромный подбородок, каплевидный вырез, 201 грамм он весит, довольно прилично. По ширине 76 миллиметров, абсолютный стандарт. Высота 164 мм, такой же стандарт. К слову, здесь защитная пленка есть и олеофобка довольно приличная. 9 мм ровно, с блоком камер 10,7 мм. Смартфон в руке будет выглядеть вот так. Ну и в целом, смотрим. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого разыгрываются сейчас наушники Sony и защищенный смартфон. Опять же, все в описании. Подписывайтесь с колоколом, пишите в комментах, что еще бы вы хотели увидеть на моем обзоре. Перейдем же к смартфону. Полетели. Поставляется данный девайс в разных вариантах расцветки, а именно черной, зеленой и серой. Внешне смартфон выглядит неплохо, но, как по мне, текстура тыльной части слегка уже устаревшая. Но опять же, это мое мнение. По эргономике смартфон удобный, в руке без чехла лежит комфортно и пользоваться одной рукой можно без проблем. Тыльная часть выполнена из пластика, как и рамка. Качество материалов на свою стоимость. Тыльная часть не марка, что хорошо. На корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, микрофоны, динамики, один основной и один разговорный, звучание, разумеется, моно, не самое плохое. ИК-порт на борту, также и мини-джек тоже. Далее есть прорезиненный полноценный слот на 2 сим-карты и карту памяти. Такое бы во флагманы запихивали, правда? По неофициальным данным, у смартфона имеется пыли- и влагозащита класса IP53. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,58 дюйма с разрешением 2408 на 1080 пикселей Full HD+. Покрыт экран стеклом Corning Gorilla Glass 3-го поколения
менее, матрица экрана абсолютно плоская, что неудивительно для бюджетника и хорошо для нас. Плотность пикселей 403 ppi, что очень хорошо для ультрабюджетника. Яркости при прямом попадании света на экран не хватает, но пользоваться смартфоном в солнечный день возможно, но не особо удобно. Цветопередача хорошая, четкости экрану достаточно. К слову, в настройках есть цветовая схема для персонализации экрана. Частота обновления экрана максимум 90 Гц, на выбор также есть 60 Гц, автогерцовки не завезли. Тач на честные 180 Гц, тест на дискретизацию касания вы можете наблюдать на экране, и отрабатывает он прям очень хорошо. Я встречал смартфоны с таким же тачем на 180 Гц, и там результаты были совсем неутешительные. Автояркость работает отлично и быстро подстраивается под освещение. Под разными углами экран слегка тускнеет, что неудивительно для IPS. Далее, мультитач в 10 касаний на борту. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно хорошо и довольно быстро. Распознавание с лица срабатывает корректно, даже под углом. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз можно, но на работу сканера отпечатков пальцев это никак не влияет. Ввести биометрические данные можно до 2 лиц, за что спасибо. Подбородок у экрана есть, как и рамки подбородок средних размеров. Летим дальше. Процессор MediaTek Dimensity 700 с техпроцессом 7 нанометров и 8 ядрами. Максимальная частота которого 2,2 ГГц, графический процессор ARM Mali G57, интерфейс MIUI 13 на базе 12-го андроида. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 4 или 6 ГБ. В настройках также можно виртуально расширить ОЗУ сверх уже имеющихся до 2 ГБ. Но по мне эта штука абсолютно бесполезная. Чистой воды маркетинг. Внутренняя память UFS 2.2, что особо радует, и на выбор 64 или 128 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 5 версии, поддержка Dual 5G Standby, что нас пока не особо интересует. Ну, может быть, кого-то интересует, но если вы живете в центре Москвы и Петербурга, где есть 5G, я не думаю, что вы будете покупать ультрабюджетник. Для 4G есть бенды 7 и 20. Если верить тому, что у меня на руках глобальная версия смартфона, и в нем есть эти бенды, так как в китайской версии смартфона 20-го бенда нет. Связь смартфон ловит хорошо. Звучание во время разговора приемлемое, микрофоны и датчик приближения не подводили. Запись разговора в стоке есть, но с уведомлением о начале записи. VO LTE и VO Wi-Fi на борту. Вибромоторчик не топорный и настраиваемый, что хорошо. Bluetooth версии 5.1 смартфон не имеет NFC модуля, что, конечно же, не есть хорошо. Но в целом на данный момент не всем эта штука и нужна. Из навигации на борту GPS от GPS Galileo GLONASS. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра, что для Dimensity стандартно. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке устройство выдало хороший результат в 11 часов 51 минуту и осталось еще 20%. Тест я проводил при 90 Гц на максимальной яркости. Заряжается он с нуля до сотки от родного адаптера питания за 1 час 40 минут. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. За 30 минут просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi 7%. За час игры в Genshin Impact улетает 27% на средних настройках графики. Играть не совсем комфортно, так как картинка подвисает. Разумеется, если выставить минимальные настройки графики, то играть можно спокойно. В играх, которые не требуют большой производительности, смартфон показал себя хорошо. В Standoff 2 или в танках, к примеру, играть можно вообще без каких-либо проблем. Даже в радость. Смартфон сильно не нагревается и яркость, к слову, не понижает, что хорошо. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит со следующими результатами. 156 гипсов минимально, максимально 203 гипса, в среднем 188 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в сингл-коре 198, в мультикоре 1176. В 3D-марке смартфон выдал Slingshot 3483, Slingshot Extreme 2374, Wildlife Stress Test 1194, Wildlife 1182, Wildlife Extreme Stress Test 337, Wildlife Extreme 328. В Antutu выдал результат в 184 тысячи попугаев. Storage тест показал неплохие 33 тысячи, я бы даже сказал очень хорошие. Особенно это будет сказываться на работе обычной. 45-минутный стресс-тест прошел не лучшим образом, что было и так очевидно. В Tutu выдал 80 тысяч. Далее. Основной блок камер с тыльной части состоит из 2 модулей и двойной LED вспышки, притом работает только один диод, к слову, при фото. Основной на 50 мегапикселей, портретный сенсор на 2 мегапикселя, считайте, его и нет. Запись видео доступна с основного модуля на максимальном разрешении 1080p 30 fps, цифровая стабилизация на борту, но отрабатывает она совсем не лучшим образом. Я бы сказал, вообще почти не отрабатывает. Оптостаба, разумеется, нет. Фронтальный модуль на 5 мегапикселей находится по центру, в верхней части экрана в каплевидном вырезе. Максимальное разрешение для съемки у него 1080p 30 fps, качество съемки
фотосъемки не мрачное. Я бы даже сказал, что в целом неплохое. Фотографии тоже получаются хорошими относительно стоимости. Короткие примеры вы сейчас увидите. 1080p. Тест в машине. И X6 в максимум. «1080p 30 FPS, максимально солнечный день, ультраэконом, Redmi 11E и еще 1000 кодовых названий, с которыми не всякий сможет разобраться. Для разных регионов разная, нулевая стабилизация на фронталке, поэтому смысл особо мучить ее не вижу. Роллинг шаттера не вижу. Красивые виды еще вам поснимаю. 1080p 30 FPS у основной камеры, также 1080p 30 FPS у фронталки. Иксами даже на флагманов принципиально не пользуюсь, только со штативами есть смысл вообще хоть что-то снимать, либо через телевик, ну это вообще лирика. Про X забудьте, в моем понимании. Съемка против солнца. И в целом вот такой цифровой стабилизатор вы получите. Но колбасит телефон намного сильнее, чем, если честно, он у меня по факту трясется. Ультрабюджетник от Redmi 1080p 30 FPS. И я смотрю, что колбасит его чуть-чуть меньше, чем Realme Q5. Обзор на который можете посмотреть на канале. И опять же, съемка с двух рук. Поворачиваюсь вправо, поворачиваюсь влево. Основная камера, разумеется, ультраширика никакого. Максимум X получается 6. И здесь не шум, но какая-то такая картинка мультяшная, тоже непотребная. В целом вопросов нет, если против солнца снимать, вот так все получается. Для своей стоимости снимает хорошо. Паузы и фотки можно делать. И вот он, тест в лесных условиях. 1080p, основная камера, съемка с двух рук. Колбасит камеру по полной программе. Смысла в длительном тесте не вижу вообще никакого. Почему? Потому что не камерафон, это с одной стороны. С другой стороны, опять же, многие, кто покупают такие телефоны, не рассчитывают их носить как только звонилки. Все равно какая-то у него способность снимать есть. 1080p 30 FPS, основная камера. Вот сейчас, допустим, съемка получается как с штатива. Если опереть на камень, если взять в руки, то уже так. Стаб работает не самым худшим образом. Видел я и хуже за эти деньги. Еще раз повторяюсь, у тех же Realme. Ветер в меня. И вполне возможно микрофоны его ловят, но не факт, потому что телефон в чехле это кое-как да защищает. Основная камера 1080p 30 FPS. Ветра нет. Камера. Липовая, по-моему, аллея. Вот так снимает. 1080p 30 FPS, немного фронталки в теньке, максимально солнечный день. 1080p 30 FPS, съемка против солнца, детская площадка, ветер задувает конкретным образом. Встать, если и стараться плавно снимать, то довольно неплохо снимает камера. Немного фронталки, руку необходимо максимально вытягивать. Если, допустим, на комфортном расстоянии, то лицо практически весь кадр будет занимать. Ну а в целом, учитывая, что съемка ведется против солнца, фронталка довольно неплохо справляется. В лучших традициях Xiaomi, даже в бюджетниках. Смотрим, как дела с фокусом, автофокусом. Вроде бы днем с ним все хорошо. Покатушки. Вот они. Пример съемки. Еще немного xiaomi-шной фронталки. Разумеется, стаб никакущий. Но если встать, то тремор не виден почти. 1080p 30 FPS и метро Девяткино. Основная камера.
Вот так будете слушать поезд на запись, если будет его записывать. Дорога, фронталка и довольно сильный ветер. Видите, как в 1080p 30 fps. Этот Redmi может снимать, и я считаю, что довольно неплохо. Напоминаю, что в телеге скидок есть примеры еще фронталки из студии. 1080p 30 fps, конец белых ночей, то есть сейчас намного темнее, чем вы видите, потому что смарт все-таки чуть-чуть довытягивает. Видите, как он не справляется с неоновыми вывесками, это в принципе стандартно, учитывая стоимость, но здесь в целом неплохо. И вот она, супер ужасная фронталка. Нет смысла мучить вас особо дико долго примером. Почему? Потому что здесь один сплошной шум. YouTube будет считать, что качество видео... Не будем употреблять никаких слов, потому что, напоминаю, канал без мата, хамства и всего остального. Вот так сможете разговаривать. В принципе, желательно при освещении хоть каком-то адекватном, потому что даже в легких сумерках снимает ужасно. Еще немного 1080p 30 fps, ночь, основная камера. Разумеется, ультраширика здесь никакого нет. Но если снимать с двух рук, стараться, то тремора я здесь не вижу. По поводу икса, разумеется, мыло. Ночной автофокус, любимая гайка, без вжика. Не хочу об этом думать. Не желает. Вот только на таком расстоянии автофокус срабатывает. Ну, главное, срабатывает. Это уже достижение. И... Пальцем не помогаю. Ну ладно, через раз. Во, вы видели, он попытался. И вот он пример ночной съемки, точнее никакой не пример, то есть если вы будете снимать ночью, никаких вам флешей, никаких подсветок нет. И ищите место, где есть свет для фронтальной камеры. Но если вы решите снимать с основной камеры абсолютно ночью, вот прям супер темень, вот так вас будет видеть собеседник. Я сейчас снимаю стандартно в будке для записи аудио, и звук должен быть идеален с одной стороны, с другой стороны картинка в абсолютной темноте будет примерно вот такой. Притом для фото у фронталки подсветка есть. Вот такая вот несправедливость. Минусы: 4 гигабайта оперативы, как по мне, мало. Если брать, то на 6. Также хотелось бы быстрее зарядку. В целом, на этом все. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок. Там много чего интересного. На сегодняшний день у Али даже более-менее адекватный курс. Напоминаю, что посылки идут в среднем 3-4 недели. Все, что вы видите, я покупаю. И при этом можете примерно ориентироваться, когда я делаю пост, допустим, в телеграм-канале скидок, пишу «купил». Вот с этого момента я начинаю ожидать тот момент, когда мне отправят посылку, потому что отправляют иногда тоже долго. Но бюджетники обычно быстро, только дорогие телефоны долго. Опять же, это мне так везет. Резюмирую, здесь UFS 2.2, и это за $149. Вы получаете 4 гектара оперативы, 128 внутренней памяти, Full HD-шный, не самый худший дисплей. Помимо этого у вас глобалка, русский язык. Да и черт с ним, с этим NFC и 20-м бендом, которых здесь нет. Объективно, это один из лучших бюджетников. Да, если добавить чуть-чуть, можно купить Realme Q5i, потом Realme Q5, Realme Q5 Pro. Но это все время нужно что-то добавлять. Каждый раз, когда я говорил раньше, когда у меня было мало опыта, ну добавьте еще 20%, еще 20%, еще 30%. Сегодня, когда я записываю этот ролик, этот смарт обойдется в глобальной версии с бесплатной доставкой с Али в 10 тысяч рублей. И карту памяти туда запихать можно. 5G Dimensity 700, который неплохо так выбивает в Antutu. Флеш-подсветку для основной камеры, не худшую фотосъемку, не худший звук, пусть и моно. Redmi в этом смысле молодцы. У меня на руках много их бюджетников, я сознательно на них не делаю обзоры. То есть, допустим, тот же Redmi 10A, ну это, учитывая внешку, учитывая, что они туда запихали, и учитывая, что они все это дело прошивают на глобалку, я уверен, что он появится на глобальном рынке и в России. Но с NFC только за ценник X2, скорее всего. Молодцы
Однозначно рекомендую, подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи, разумеется, на телеграм-канал скидок, потому что вот такие предложения из разряда супер, как этот за 8, но они бывают. Пусть не мега часто, пусть иногда это и российский ритейл, но в целом же надо понимать, что когда и вылетает интересного. Девайсу, да, пишем в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. В перспективе Redmi Buds 4 будут, и Redmi Buds 4 Pro уже были на канале, и они просто бомба за свои деньги. Добра и удачи вам, дорогие друзья!